Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня отвечаю на вопросы по пекинской капусте. Этот овощ уже давно не новый на многих огородах и дачах, а в теплицах и подавно. В 2001 году мы посадили, тогда у нас была теплица на весь огород, и там посадили 500 рассадных растений пекинки в самой теплице. Это было весной, весна была ровной, постепенно поднималась температура, очень такая хорошая, ни холодно, ни жарко. А рассада быстро принялась и начала расти, уверенно наращивая листы в высоту и в ширину. Оставалась неделя до сбора урожая. И тут началась сильная жара. За несколько дней больше половины пекинской капусты зацвела, а оставшиеся растения тоже начали формировать цветоносы с красивыми лимонными цветочками. Наш первый неудачный опыт бизнеса на пекинской капусте не остановил меня. Затем я выращивала эту капусту уже в маленькой тепличке. Очень нравились витаминные листья в салатах, даже голубцы готовила. Очень вкусные получались. Но всегда хоть несколько растений, которые перестояли свой срок и при наступлении жары зацветали. Но и цветы шли в салаты. Оказалось, что цветочки очень вкусные и полезные. Почему сегодняшнее видео я начинаю с рассказа о своем опыте? А для того, чтобы не повторяли мои ошибки. И вот эти ошибки. Ошибка номер 1. Я покупала сорта пекинской капусты, не интересуясь цветушностью. Вот, есть уже новые сорта гибриды, которые даже при резких перепадах температур, при высокой температуре не зацветают. Сейчас такая информация доступна благодаря интернету. Тогда, в 2001 году, еще этого не было. Ошибка номер 2. Температурный режим. Оптимальная температура выращивания пекинки плюс 20, плюс 24 градуса. Если уже выше температура, естественно, растения начинают формировать цветочные стрелки и потом цвести. Ошибка номер 3. Пекинка – это овощ короткого светового дня, и световой день не должен превышать 12 часов. Идеально всегда получается пекинка именно в осень, потому что день световой сокращается постепенно, и для нее это идеально. И она практически уже сентябрь, холодно, октябрь не цветет, а очень хорошие формируют такие качаны. Ну, а теперь ответ на вопросы наших зрителей и читателей о сроках посева семян пекинской капусты на рассаду в этом 2021 году. Оптимальный срок посева семян пекинской капусты – это середина или вторая половина июля. В этом 2021 году как раз такое супер время для посева семян на рассаду. И ближайший период – это растущая луна в знаке Скорпион. Я вот отдельно сделала такой график, и здесь все четко, чтобы не запутались, я все расписала. Смотрите, как идеально получается. Итак, в Скорпионе есть время подготовиться 18 июля, все 24 часа. Это растущая луна. Можно сеять семена на рассаду пекинской капусты. 19 июля с 0 часов до 18. Там у нас немножко времени забирает луна без курса. Вот этот период в Скорпионе. Скорпион покровительствует пекинской капусте. Очень хорошая корневая система формируется. И, естественно, растение крепкое, здоровое и урожайность хорошая. Хотя это, смотрите, знак стихии воды, но мы, дослушайте до конца, узнаете, как хорошо сделать так, чтобы капуста хорошо хранилась. Ну вот еще рассмотрим один период. Снова же вода.
стихия воды, рыбы, но убывающая луна. Но это сразу же после выхода из сожженного пути полнолуния период. Очень хороший, мы с вами уже испытывали и уже многие увидели, что результат получается очень хороший. Итак, 26 июля с 8 часов утра, прошу прощения, с 8 часов утра до конца суток и 27 июля все 24 часа можно сеять. А теперь то, что я вам обещала, подсказка. Идеально получается. Высеваем на растущей луне или же сразу после сожженного пути полнолуния на рассаду. Обычно где-то 3 недели до месяца находится в рассаде пекинка. Так как сейчас сильно тепло, август еще тоже будет теплый, иногда жаркий сильно. В тенечке вы знаете, как выращивать рассаду. То в августе, как раз, смотрите, 27 августа с 9 часов утра и до 0 часов можно начинать высаживать рассаду. Я сейчас вам только приготовила, покажу, вот скелет, высчитываю сейчас. Смотрите, это тоже период будет после сожженного пути полнолуния. Замечательное время, поэтому 27 августа используем для посадки, 28 августа все 24 часа, 29 августа с 0 часов и до 17 часов. И у нас очень хороший период для старта в скорпионе и в рыбах, но я бы советовала взять скорпион и, если не успеваете, это в рыбах, и далее высаживаете рассаду в тельце. Будет идеальный вариант, очень хорошо будет храниться эта капуста. Кстати, будет коренастой, здоровой, устойчивой против болезней и вредителей. Естественно, если вы будете покупать хорошие или сорта, или гибриды. Вот такая очень важная информация. Еще раз просмотрите. Это подсказка для того, чтобы вы успешно вырастили хороший урожай пекинской капусты. И о сортах и гибридах. Принципиально не буду называть ни один сорт, их очень много, гибридов современных, расцветки внутри, сверху, форма этих капуст, все это очень красиво и на любой вкус эти сорта гибриды есть. Даю только подсказку. Выбирайте ранние сорта для короткого светового дня, для выращивания осенью со сроком вегетации от момента всходов и до получения урожая 50-60 дней. От 50 до 60 дней как раз успеваете до конца сентября получить хороший урожай пекинки. И прошу вас, обязательно ищите информацию об устойчивости к цветушности. Это очень важно. Потому что вот этот момент, если вдруг резкое потепление, еще будет период тепла, просто-напросто можно потерять урожай капусты, которую вы так сложно выращивали в июле, начиная в июле и в августе. Я на все ваши вопросы о посеве семян пекинской капусты на рассаду ответила. И ответила об особенностях, рассказала о своих ошибках, которые допускались при выращивании капусты. И мы с Александром желаем вам удачного посева и хорошего урожая пекинской капусты. До новых встреч на нашем канале.